Невероятно быстрый Адам Баркинхоев. Я считаю его, наверное, главным претендентом на победу в категории 105 килограммов. Или нечеловечески сильный Антон Корчин. На самом деле невероятные силовые у Антона. То, что он творит в зале с железом, это производит феноменальное впечатление. Или лучшим станет Давид Дадикян, решивший проверить в Владикавказе силу своей правой. Я думаю, 100% Давид будет в призах. Вот готов с кем угодно зарубиться на какую-нибудь сумму. На своем 5-м турнире Лига АМС представляет вниманию 2 новых весовых категорий до 65 и 105 килограмм. И сегодня мы с вами попытаемся узнать, кто станет первым чемпионом в новом тяжелом дивизионе. Друзья, чтобы не пропустить эти противостояния, вы уже сегодня можете купить трансляцию предстоящего турнира. Тем более, что сегодня действует спеццена. В день шоу трансляция будет составлять на порядок дороже. Ссылку на трансляцию вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы начинаем наш рассказ. Как только стало известно о новом весе, одним из первых заявку на участие в турнире подал Давид Дадикян. Насколько силен этот рукоборец, мы знаем. Его побаиваются даже многие супертяжи. Правда, это касается левой руки, а вот насколько он силен на правой, пока непонятно. По поводу Давида Дадикяна и его правой руки, я, если честно, особого отличия между его левой и правой не заметил. Мне кажется, правая даже намного лучше, поскольку, если я не ошибаюсь, он правша сам по себе. Поэтому в любом случае правая лучше. На спаррингах в Дубае после нашего ранфайта я почувствовал, насколько у него жесткая правая рука. И если он залечил свою травму, я думаю, это намного сильнее еще стала она, чем была. Вдобавок еще есть время на подготовку. Так что будем ждать его выступления, будем болеть. Выиграет, я думаю. Будет непросто ему. Сагов, Баркинхоев – это очень нестандартные борцы. Очень неудобные для базового крюковика. Очень неудобные борцы. Поэтому будет интересно. Но шансы есть. Что касается Дадикяна, вот с Дадикяном здесь я частенько встречался в Москве, и я знаю не понаслышке, в какой он форме. И мы видим эту форму по турнирам, вернее не по турнирам, по его спаррингам с Денисом Цыпленковым. Я думаю, что даже несмотря на то, что правая рука у него не коронная, а коронная левая, я думаю, 100% Давид будет в призах. Вот готов с кем угодно зарубиться на какую-нибудь сумму, поставить, что Давид будет в призах. А я бы даже сказал, что Давид будет первым. Попомните мои слова. Дадикян Давид, да, он сильный. Он очень сильный, как показывают спарринги, но я не припомню его выступления на соревнованиях на правую руку. Поэтому однозначно не могу сказать, не могу поставить его в фавориты. Наверное, он будет вторым претендентом на победу в этой категории. Вот. Из поединка с Адамом, я думаю, что ему немножечко нужно потянуть физические данные и немножечко выносливость. Потому что старт у него, как всегда, на высоте. Сгонка веса, не думаю, что повлияет на его форму, потому что мы знаем, к карфайту с Олегом Жохом он тоже гонял достаточно килограмм. И это, в принципе, никак не повлияло на его состояние. Поэтому у него все шансы на победу в этой категории. Я думаю, борьба как раз за первое место будет происходить между Адамом и Давидом. На турнире в Владикавказе мы увидим и Антона Корчина, атлета, чья невероятная сила известна не только рукоборцам. Пару лет назад он отобрал рекорд в строгом подъеме на бицепс у самого Низами Тагиева. Тащи, тащи, тащи! Даун! На самом деле невероятные силовые у Антона. То, что он творит в зале с железом, это производит феноменальное впечатление. При этом он хорошо борется. Я видел его поединки на Лиге ПАО. Он занимал первые места, он боролся с топовыми рукоборцами. Но это было давно. И поэтому безумно интересно увидеть его в Лиге АМС.
исходя из его силовых, он гарантированно должен быть в призах. В призы может пробраться, но не первое место. Может оказаться третьим при удачной сетке. Там 105 просто может быть очень близкая категория, как на чемпионате России. Там первые 10 человек, любой из 10 там может попасть в тройку. То есть как жеребьевка сложится. Также и тут, если там разница будет небольшая, то третьим вполне может, но первым нет. Первым я не думаю. Антон Корчин очень крепкий, очень мощный спортсмен, но все-таки коронная у него левая, это раз. Во-вторых, у него был длительный перерыв. Конечно, форму, я думаю, он сейчас попробует вернуть достойную, вот, но я думаю, что в крюк глубокий против Богослова, против Сагова, против Баркинхоева в категории 105 килограмм, я думаю, он не потянет. Честно. Но я думаю, в любом случае он покажет достойную борьбу. Минимум в пятерке он должен быть. Скорее всего, в 105-й категории мы с вами увидим и Ибрагима Сагова. Двукратный чемпион лиги АМС в 95-м дивизионе еще не подтвердил свое участие. Но если он примет решение выступить, то сделает это именно в этом весе. Исходя из последних громких заявлений Ибрагима, он уже такой настроил свой прицел чемпионский на супертяжелый вес. А здесь появилась новая категория, плюс 105. Я думаю, что мы его увидим в этом весе. И если говорить о его шансах, он двукратный чемпион лиги. Двукратный чемпион лиги АМС. Конечно, он один из главных претендентов на призовые места. Вопрос, хватит ли его на первое место? Потому что уж очень серьезная конкуренция. Что касается Ибрагима Сагова, конечно, это очень сильный и мощный спортсмен. Один из лучших спортсменов Лиги АМС. Ни один турнир не был, чтобы он не выиграл, либо не стал призером, ниже второго места не опускался. Поэтому, даже если он перейдет в весовую категорию 105 килограмм, его никак нельзя сбрасывать. Он будет один из главных фаворитов этой весовой категории. По поводу Ибрагима Сагова и его шансов в категории 105. Ему там нечего делать. По одной простой причине. Ему нужно уже в плюсах бороться с нами. Вот. Так что, Ибрагим, у тебя пока время есть, ты обдумай все. Вот. И в плюсах, я думаю, тебе бороться будет интересно. Сагов, Ибрагим собирается туда заявиться. Вот я понимаю, что Сагов, наверное, один из фаворитов в моем понимании этой категории. И, конечно, еще есть Адам Баркинхоев, у которого очень похожая борьба. Вот, и я не берусь сказать, кто из них в свою борьбу сильнее. Вот, но я считаю, что есть, по крайней мере, два человека, которые могут попортить им кровь. Это Гришин, потому что это очень толковый верховик. И если в хорошей форме подойдет Алан Макеев, потому что я не знаю второго такого скоростного борца в этой категории. Еще одним героем, о котором мы хотим рассказать вам в этом выпуске, является Адам Баркинхоев. Он уже пробовал свои силы в лиге АМС, но дебют получился не очень удачным. Но то был 95-й дивизион, куда Адаму нужно было гонять. А в 105 он, похоже, готовит удивить всех своих претендентов. Категория 105 более для него удобная. И помимо всего прочего, он совершил такое небольшое турне по столичным рукоборцам. Заехал к Денису, заехал к Сергею Богослову, поборолся с Давидом Дадикяном. И мне кажется, что очень у многих рукоборцев немножко испортилось настроение. И вот этим своим таким промо-туром он добавил интереса к его выступлению во Владикавказе. Судя по тому видео, которое я видел, я знаю, что несмотря на вот эти вот Денис не в лучшей форме, там Денис всегда сильный, всегда. И я видел, что Денис напрягался. Конечно, он далек от соревновательных кондиций, но Денис, я думаю, что даже в такой форме большинство перещелкает на раз, а с Адамом он напрягался. Исходя из его спаррингов с Денисом и Давидом, могу сказать, что Адам в отличной форме. По видео я не увидел у него никаких слабых мест. То есть его коронное движение в трицепс. Также он уже борется и в крюк, и выигрышное положение хорошо держит, проигрышное. Я не увидел у него слабого места в кисти, допустим, как было на турнире, когда он боролся
В общем, я считаю его, наверное, главным претендентом на победу в категории 105 килограмм. Мне вообще кажется, что 5-й турнир станет такой революцией небольшой в лиге по количеству сенсаций, которыми он нас удивит. Вот есть у меня такое предчувствие. Сегодня мы представили вам 4 героев, которых большинство экспертов называют лидерами новой категории. Но как показывает история турнира AMC, лидеры очень часто не попадают даже в призы. Возможно, что 5-й турнир принесет нам новую сенсацию.